Всем привет, мы продолжаем играть Morrowind, Full Rest Repack. Сейчас мы будем продавать все нами добро, нажитое непосильным трудом. Вот у меня тут, в общем-то, что-то накопилось, так сказать, первые деньги получить. А то немножко бедноватенько живем. Так, колечко я, пожалуй, оставлю, мне пригодится. Сейчас мы вот это все добро продадим, получим первые деньги и пойдем уже непосредственно в Сейданин за бумагами. А там уже сделаем наши первые побочные квесты. Так. Ну-ка. Не хочешь? Не хочешь? Не хочешь. И так не хочет. Надеюсь, это ненадолго? Так, и мы испортили с ним отношения, да? Своими поторгушечками. Ну, дорогой амулет пусть остается. Бог с ним. Но он даже за пару дрейков не хочет торговаться. Он только по своей стоимости продает. Так, у нас есть 400 монет. Нужно бы купить первое оружие. А я хотел покупать копья. Так. Железное копье. Либо алебарда. Так. Так, ты у нас на чем специализируешься-то? Напомните, пожалуйста. Дробящее оружие. А дробящее оружие у меня была та самая булава, кстати. Да. Ну, в принципе, ему можно дать молоток. Молоточек можно дать. А можно дать молоточек поскромнее. Но дать ему еще и щит вдобавок. Вот так вот. Но он его даже не экипирует, кажется. Ну, посмотрим. Там видно будет. Так, ну теперь мы тогда идем в Сейданин. В принципе, какие планы у меня присутствуют в ближайшее время по поводу прокачки персонажа? Я бы хотел, конечно, попробовать играть через зачарование на каких-нибудь слабеньких кольцах попробовать. Для этого можно даже подчинить души призванных существ. Точнее, не починить, а заключить. Да. Вот. Но до этого времени, пока нам это все не очень доступно, попробуем прокачать экономическую составляющую. Выполнив первое побочное, в общем-то говоря, задание в Сейданине, это какой-никакой бюджет нам даст. Ну и плюс попробовать зачистить еще пещеру с бандитами ближайшую. Кроме того, можно будет попробовать рискнуть получить кольцо учителя, которое находится поблизости от Сейданина. Сдавайся! Ты уже почти труп! Мы хоть раз попали?
Ну да, что-то было. Что-то действительно было. Так, мы уже почти на месте. Для начала я, наверное, выполню побочное задание, а уже потом попробуем зачистить пещеру и гробницу с кольцом. Если получится. Может не получиться. Поскольку у нас стоит сотая сложность в настройках, плюс тяжелая сложность именно конкретно в настройке игры вот этой модификации, то может быть очень тяжело, нелегко это все делать. Плюс еще я бы не хотел, конечно, компаньона потерять, раз он нам достался по случайному роллу. В Сейдани как раз таки я уже говорил о том, что я поставил свой собственный плагин на торговца, которого я назвал в честь своего персонажа на Eternal World. Да вот он стоит. У него есть святоша на постоянном призыве. У него изначально низкие с нами отношения, там качанная торговля, 750 тысяч золота, но продавать он будет по крайне скудной цене все нам. То есть, допустим, мыло за 50, он дает нам за него единицу всего лишь. То есть, но абсолютно невыгодно с ним торговать. То есть за 4 мыла, которые в сумме дают 200, он дает 2 дрейка всего. То есть у него там где-то сотая торговля на самом-то деле в качестве. У вас богатое воображение. Ну и сундук. Но шкурки гуаров как одежду не используют. Ну и святоша стоит прием, который, в общем-то, его охраняет на постоянном призыве. Да? Задание. Ну, он, в общем-то, дает нам стандартное базовое задание, что вот, мол, ты прибыл, иди к Акасадусу, найдешь его в Балмаре, а где найти его скажут. Это, в общем-то, да. Нужно ли нам получить бумаги? Нужно. Касательно чего? Вопрос. Ты мне дорогу загородил. Ну и по классике. Стало быть... Камня на камне не оставим. Плюс 30. Тут еще кольцо, которое нам пригодится. Да, справка о освобождении, предмет передан. Пусть это будет очень важно. Ты один из тех, кого высадили из лодки. Странно, что лодка пришла в это время дня. Надеюсь, имперцы хорошо с тобой обращались. Клянусь, и не забрали мое кольцо. Клянусь, оно у одного из стражей. Оно было у меня за неделю до еженедельного ритуала. Давайте потрясем Фаргота. Лечащее кольцо с гравировкой моя фамильная драгоценность. Ты не видел его, нет? Да, вот оно нашлось. Возьмите его. Ты нашел его? Великолепно. Спасибо тебе, спасибо. Ты теперь мой лучший друг. Я обязательно расскажу всем, особенно моему другу Арилу, который держит здесь таверну. Иди и поговори с ним, он будет счастлив теперь тебя видеть. Угу. Но на самом деле это местный вор. Но на каждого местного вора найдется еще один местный вор. Давай скорее.
Так. Что у вас есть? Вызов Деедрота у него есть, ничего себе. Есть свитки Андузи. Ну, Деедрота я бы, может быть, даже сейчас бы и прямо сейчас бы и взял. Так, давайте мы это все ему скинем, сбросим. Каменнику я оставлю. Ну, рис пусть тоже будет. Так. Плюс 692. Это что за амулет? О, как. Восстановить магию 3-12 пунктов на 1 секунду. Слушайте, это я возьму. Так, ну возьмем, допустим, еще удар холда 35-60 на 5 секунд. Ну вот эти два свитка. Свиток Деедрота я возьму. Отпирание Андузи не знаю, брать не брать пока что. Свиток жизненной силы. Восстановить здоровье 2 пункта на 10 минут. О как. Ну да, длительность, конечно, тут по сравнению с оригиналом капец подняли. И это, наверное, даже плюс, чем минус. Пять пунктов на 1200 секунд. На 20 минут. Ну, кстати, возможно, вот такие свиточки я себе возьму. Минус 595, но в принципе не страшно, я думаю. Ну, амулет вот этот достаточно сильный, я думаю. Это большая честь. Так. Так, а из дробяшки у тебя что есть? Надо было, наверное, молоток-то взять все-таки компаньону своему. Да. Можно сказать, что была допущена ошибка. Похоже, тебе мог бы понадобиться друг чужеземец. Возможно, я смогу стать твоим другом. Я хотел бы, чтобы ты помог мне вернуть кое-какие деньги. Правильно, видишь ли, мне не повезло, когда я играл в 9 дырок, и я проиграл. Обычно это не проблема, у нас остается немного золота в карманах из денег, которые местные нам платят за защиту. Но я знаю, что кое-кто их от меня утаивает. Особенно эта шестерка Фаргат. Он легко пришел в себя за последние несколько недель, с тех пор, как я его порастряс. Я знаю, что он где-то их прячет. Я хотел бы найти их с твоей помощью, тайник Фаргата. Я знаю, что у этого мерзавца есть тайник где-то в городе, только не знаю, где именно. Весь его дом уже перерыт, но там ничего нет. Я хочу, чтобы вы выяснили, где он прячет деньги. Если вы справитесь, я выдам вам долю. Ну как, согласны? Да-да. Отлично, вот что мне нужно от вас. Не знаю точно, куда он ходит, но бродит по городу. Проследите за ним, лучше наблюдать на пункт на маяке к югу от города. Виден весь Сейданин. Если вы узнаете, куда он ходит, то непременно догадаетесь, где он прячет это золото. Что скажешь? Но Хрицкар попросил оказать ему услугу. Он полагает, что Фаргат прячет деньги от имперцев. Хотел бы знать, куда они делись. Если я выполню эту работу, он даст мне часть премии. Так, я ему помогу. Я могу приглядывать за ним с верхушки маяка и следить за ним, куда он идет. Нужно просмотреть за ним ночью. Мне не придется приближаться к нему. Я могу просто выследить, где он прячет деньги. В общем-то и все. Продолжай. Свежие сплетни. Ага, дом земных наслаждений. Посетить. Вы слышали, какой-то дурак потерял кольцо учителя в гробнице где-то на горьком берегу? Ну, так говорят. Ну да, действительно говорят.
Я жду. Так, пройдем сюда. Там у нас есть еще один квест про сборщика налогов. В принципе, вот этот свиточек я, наверное, использую уже сейчас. Хорошая вещь. Это слишком просто. Кто это в итоге атаковал, непонятно. Вроде как я. О. Беги, пока можешь. Так, я думаю, нужно сохраниться. Единичка пусть будет. Тебя обставили. Угу. А вот и он. 200 дрыков и налоговая ведомость. Рядом с Сейданином мне попалось мертвое тело. Судя по некоторым предметам, найденным на теле, это процессус Вителиус. При себе он имел пергамент с чем-то вроде налоговой ведомости. При нем были 200 золотых, возможно, это собранные налоги. Как ощущение того, что смерть уже рядом. Угу. Так, ну буду через быстрое сохранение пока что. Там вон еще какая-то гробница. Че по-хорошему нужно было бы... Да, наверное, давайте сначала зачистим пещеру. Там, возможно, мы найдем свитки заключения. И уже со свитками заключения придем в гробницу. Просто таким образом я хотя бы смогу заполнить себе вот эти камни душ и потом как-то их использовать. Так, из вызовов у нас есть только дух предков. Но дух предков, в общем-то, мало что сделает. Был бы хотя бы скелет. Нет, у нас вообще есть, конечно, Доэдрот, но Доэдрот хотелось бы сохранить. Сохранимся. Конец тебе. Так. Что у вас со здоровьем? Так, это не то. Тебе нужен отдых. 63. Ключ. Золото. Бочка с углем. Меха. Ну, возможно, можно будет что-нибудь покрафтить. Сохранимся. Вот тут, возможно, будет самый непростой участок. Ты умрешь на ней. Во всяком случае, я так думал. Сохранимся еще раз. Тут какое-то голое тело валяется. Сдавайся. Ты уже почти труп.
Вы слышите какой-то странный стон, доносящийся из центра пещеры. Ну это вот этот мужик. Ключ. Ну ты это. Письмо. Алара, головорезы дали мне скуму для отправки покупателю, но я не могу без тебя тут, на этом враждебном острове. Ни минуты не могу провести без тебя. Я продал скуму другому меру. Теперь же я хочу разобраться с бандитами раз и навсегда, после чего мне хватит денег добраться до материка. Скоро мы будем вместе, любовь моя. Эндин. Ну круто. А что мне с ним делать? Мне ждать, пока он поднимется или что? Свиток отпирания. Щелочь уголь. Но это все крафтовые принадлежности. Их тут довольно-таки много. Но можно подождать час. Или он так и не встанет. Ну, допустим, возьмем эту записку. Так, ты пока жди здесь. Топорик. Исцеление ближнего. Восстановить запас сил 200 пунктов. Снять проклятие. Вот это нам нужно, наверное, на него использовать как раз таки. Вот это, наверное, как раз таки нужно использовать на него. Что мы сейчас и сделаем. Сохранимся. Ну, по идее, он должен встать же после этого. По-моему, ему все равно. Там, видимо, запас сил уменьшен до нуля. Либо он, в принципе, 0. Так, это мы все собираем. Сейчас мы еще тут посмотрим. Ну, сюда наверх нам никак не подняться. Хотя можно было бы посмотреть, что и там находится. Так. Где-то тут должно быть колечко. Только где конкретно, я не помню. Я его даже, если честно, не могу разглядеть. А вот оно. О! Еле разглядел.
Так. И тут мы выходим уже непосредственно туда, откуда пришли. Так, что у нас там? Сохранимся. Оставайся на месте, вор! Ключ. Но он нам, в общем-то, ничего не делает. Что с ним делать, не знаю. Ну, пусть пока тут полежит. Так, еще можно освободить рабов здесь. Освободить. Добрый друг, какая честь. Да, почетный гость. Да-да, это я. Ну, свиток я на него применил, но он так и не поднялся. Вот. Не думаю, на самом деле, не знаю, может быть, тут в Фейданине есть дом какой-то, который к нему относится. Честно, не представляю. А, да, дом Эндина. Действительно есть. Так, сейчас тогда мы займемся этим. Так, извольте ждать здесь. Ключ использован. О. Ну что нам тут должен дать этот дом, собственно? Ну, кроме того, что мне деньги нужны, поэтому я тут все соберу, пожалуй. Тайное письмо. Эйнин, как насчет нашего соглашения? Ты должен был доставить скому нашему покупателю. Если ты сам решил расслабиться с ее помощью, я просто убью тебя и выпотрошу как рыбу. Покупатель оплатил все заранее. Если пересылка не удалась, то ты сделал только хуже себе. Гораздо хуже. Жду тебя в условленном месте в Адамасартусе. Пока разобраться в этом дерьме. Мелорбаром. Ну, он типа, да, доставил. Доставил себе желудок. Пустой флакон от скумы. Ну, допустим, я это возьму. Но какому покупателю, что, чего, куда, не сказано. Совсем. Тайных дверей тут вроде тоже не наблюдается. Квеста вроде тоже нет нигде никакого. Ну, я не знаю, может быть, я как-то могу его вывести из этой пещеры. Сейчас я разгружусь. А дальше посмотрим. Плюс еще возьмем продолжение квеста со сборщиком налогов.
Убийство Процессуса. Убит, какая потеря? Процессус был хорошим человеком. Меня удивляло, почему от него уже несколько дней нет никаких вестей. Что ж, мы с вами живем в опасное время, такие вещи случаются. Вы случайно не нашли деньги, которые он собирал? Ненавижу себя за бесчувственность, но это моя работа, знаете ли. Да, на его теле найдено 200 септимов. Правда? Как ни странно, что его убили, но не ограбили. Как странно, что его убили, не ограбили. Ваша честность оценит по достоинству, обещаю. Я этого не забуду, Челысич. Вообще говоря, если вы не прочь заработать немного денег для себя, могу сказать, что мне хотелось бы, чтобы убийца понес заслуженное наказание. Убийство императорского сборщика налогов карается смертью. Найдите его убийцу, передайте его в руки правосудия. Имперская канцелярия заплатит вам 500 септимов. Касательно чего вопрос? Ну да, в общем-то, если я смогу выяснить, кто это сделал, наказать убийцу, Сакуциус выплатит мне 500 золотых. Вот так вот. Ну а на этом эта серия подходит к концу. Всем спасибо, кто смотрел. Пока-пока, увидимся.